Доброе утро понедельника, новая неделя, новый влог. И полюбуйтесь, какая красота у меня зацвела. Несмотря на то, что там все отцвело, зато здесь красота. И еще цветет лилейник. Записала этот кусочек о том, что я снова вернулась к своему котику наконец-то. Давно я его не брала, давно я его не вышивала, но там по телевизору играла музыка, и у меня уже как-то случалось, что мне YouTube заблокировал видео, потому что играла музыка в телевизоре, которая нелицензионная, скажем так. Так вот, я взяла своего котика, и вот я вышиваю сейчас вот этот зигзаг, и хочу продвинуть хорошенько этого котика. А в вышивальном разгуле на этой неделе нам дали задание вышивать все, что угодно, кроме крестиков. Ну, Катя как будто знала, что я хочу повышивать свой гарден. И вот видите, я уже сделала здесь эти листочки, вот этот кружочек в серединке. Вот так красиво он получается, на мой взгляд. Ниточка эта с переходами, она классно здесь смотрится. А вот эти вот кружочки я все-таки решила переделать, потому что, мне кажется, этот цвет вообще не вписывается сюда ни разу. И поэтому я нашла у себя в закромах. Моя дочка терпеть не может слово закрома. Говорит, это вообще что такое? Так что вот у себя в запасах, скажем так, ладно. Я нашла вот такую ниточку. Мне кажется, эта ниточка более будет гармонично здесь выглядеть. Это у нас Глориана. Честно говоря, я не помню ни номер, ни название, потому что это у меня то, что осталось из предыдущих дизайнов. Точка. Конец предложения. Как видите, я еще не распустила это. Но вот сейчас я хочу переделать вот эти кружочки. Понедельник начался, начались работы. Так что извиняйте, не могу я ничего с этим сделать. У нас это еще будет долго продолжаться. Ну вот я записала небольшой МК, как я сделала эти цветочки. И видите, я взяла другую нитку, другой цвет. И насколько оно симпатичнее выглядит сейчас. Ну, как мне кажется. Вот такие 3/4 цветочков. И, как видите, я распустила вот здесь этот лонг стич. И сейчас попробую переделать, потому что я не знаю, то ли может в 3 нитки взять, потому что, ну, как-то совсем некрасиво у меня он получается. Буду смотреть, что можно придумать с этим. А сейчас я вам покажу то, чем я занимаюсь в воскресенье. Я вышивала своего котика. И смотрите, как я хорошенько продвинулась. И я навышивала здесь всяких разных, очень много элементов. Вот этот элемент я сделала. Потом я сделала вот этот элемент. И выяснилось, что вот здесь я что-то накосячила, и я пропустила вот здесь один рядочек, ну, 2 ниточки переплетения. Ну, я взяла и вот такие этот самый крестики вышила. Ну, не знаю, я что туда вставить было. И мне кажется, ничего, нормально выглядит. Потом вот эту косичку я делала. Классная она получилась. Вот этот элемент я делала тоже. Этими такими звездочками серенькими из бисерочек. Потом вот эту вот линию я делала. Вот эти интересные получились. И вот такие, как снежиночки. Ну вот, надо сказать, вот здесь я что-то этот самый протупила. Я не могла сообразить, как их сделать. Они у меня почему-то ну, как бы не становились вот в квадратик. Они у меня все время куда-то выбегали, выбежали.
Потом я сделала вот этот элемент, это как бы тройная коса. Вот, да, помните, вот здесь я делала такой элемент. Тут только одна ниточка. А вот здесь это такой же точный элемент, только здесь одна нитка, потом вторая, а потом вот сверху третья идет. Ну и вот такой, вот так получается. Потом вот это большая такая снежинка. И вот здесь я не закончила. И мне осталось вот здесь вот так вот дошить. И потом получится, здесь хвостик идет. И вот здесь, вот сюда вот шея пошла. Здесь вот это уже будет. Вот этот кусочек еще туловища. И дальше шея. И здесь будет голова. Я надеюсь, мне хватит места. Ну, вроде как рассчитывала правильно. Не знаю. Такой кусочек мне дали. Может, я опять перепутала. Да нет, он квадратный. Ну, вот так вот. Здесь вот так хвостик. Но хвостик влезет однозначно. Что-то вот я начала переживать за голову. Боже, хоть бы влезла, потому что, ну, это вообще просто пэтчворк из стежков. Тогда надо, я не знаю. Держите за меня кулаки, чтобы у меня влез котик. И что-то у меня он получается маленький. Вот, ну что тут, 20 сантиметров. Ну пусть еще голова там будет, ну сантиметров сколько? Это 20. Ну вот так голова пусть 10 максимум сантиметров будет. Ну и хвостик здесь. Ну и в общей сложности там 30 сантиметров этот котик будет. А он там на выставке висел, он такой приличный, там, наверное, сантиметров 70 было. Ну, или мне так показалось. Ну, короче, я что-то не понимаю. Ну, красота, конечно, необыкновенная. И это настолько, мне кажется, интерьерный будет котик. Ну что ж, друзья, перед вами уже знакомый кадр. И я продолжаю свою историю. Так вот, опаздывала я катастрофически. Я должна была быть уже давным-давно на месте, а я все еще стояла в трусах и лифчике перед зеркалом и никак не могла решить, какое из двух более-менее приличных платьев, которые у меня имелись на данный момент, лучше. Проблема была в том, что они оба были летние, а на улице была уже глубокая осень. То, которое мне нравилось больше, неуместно торчало из-под пальто, а второе не подходило совершенно под сапоги. И это была дилемма. Я поразмышляла еще минутку и подумала, ладно, одену то, которое торчит, зайду, быстренько сниму пальто, и будет все красиво. Я посмотрела на часы, уже 15 минут, как я опоздала. Пока доеду, еще 15 минут, надо позвонить. А на другом конце почти мгновенно сняли трубку, и вежливый мужской голос произнес: «Ресторан Астория». Этот ресторан был выбран не случайно. На коллективном собрании всех подруг соображения были такие. Там было красиво, там было дорого. Никому не было интересно, вкусно ли там, это было совершенно неважно. Важно было, в состоянии ли кандидат оплатить счет или же предложит разделить напополам. О таких ужасах мы тоже были наслышаны, и это тщательно все обсудили. На этот случай я запаслась достаточной суммой, чтобы не попасть в дурацкое положение. И в ответ вежливому мужчине я сказала, что я зарезервировала. Кроме этого, чтобы быть в полном во всеоружии, так сказать, мы совместно просмотрели фильм «Красотка» и повторили все правила поведения за столом, как надо себя вести, как надо есть улитки. Хотя я не предполагала есть улитки, но тем не менее я очень тщательно подготовилась к этому. Итак, в ответ вежливому мужчине я начала объяснять, что я зарезервировала у них столик на имя Ирина, и я немного опаздываю, и меня должен бы ожидать мой гость. А сама думаю, а вдруг он не пришел, а вдруг он не понял моих объяснений, где и во сколько мы встречаемся, или вообще не пришел. Но вежливый мужчина мне сказал: да, вас уже полчаса как ожидают. Ну, после этого он мне не казался уже вежливым. Зачем так это обозначать полчаса?
и спросил, не желали поговорить с моим гостем. Я в панике отвергла его предложение и попросила его просто передать, что я уже мчусь навстречу своему счастью. Шучу, конечно. Я попросила его передать, что я немного опаздываю. В итоге я опоздала почти на час. Наконец-то приехало такси, которое, естественно, пришлось долго ждать. По пути в ресторан мне казалось, что все светофоры переключаются сегодня вечером медленнее, чем обычно. Но, наконец-то, я зашла в очень красивый, даже, можно сказать, помпезный холл ресторана и как-то сразу почувствовала себя неловко в моем этом летнем платье, торчащем из-под пальто. Но виду не подала. Сняла пальто, отдала девушке, которая меня окинула оценивающим взглядом, как это принято вообще. Ну, либо она была хорошо вымуштрована, либо я прошла фейс-контроль, что придало мне уверенности, и я вошла в зал и сразу увидела его. Он отличался от всех, и не только тем, как был одет, а всем своим видом, своей спокойной уверенностью. Высокий, статный мужчина около 50, с ярко-голубыми глазами и седыми волосами. Он поднялся и с улыбкой шагнул навстречу мне. Ни грамма раздражения, ни слова претензии. Он протянул мне руку. Я слегка смутилась, потому что у нас как-то не принято приветствовать женщину рукопожатием, но во всяком случае раньше так было, сейчас я не знаю. Ну, догадалась пожать его руку. Это была теплая ладонь и очень сильная. Но при этом он деликатно стиснул мою ладонь и отодвинул стул, предлагая мне присесть. Как я уже сказала, от него веяло таким спокойствием. Было понятно, что он рад меня видеть. Я как-то расслабилась, и даже у нас сложился довольно такой интересный диалог. Он оказался очень интересным собеседником, много шутил и подтрунивал над моим произношением, но как-то совсем не обидно. Мы заказали себе поесть, я не подумала и заказала рыбу. Мне ее принесли, и я не знала, как к ней подступиться. Она была целиком приготовлена на гриле, и я начала ее ковырять, на что, к моему огромному удивлению, он взял мою тарелку и уверенно отделил филе от костей и придвинул мне. Я обалдела. На мое изумление он только посмеялся. В общем, вечер прошел очень хорошо. Нам было интересно и приятно находиться в обществе друг друга. Понятно, что заплатил он. И сделал это как-то само собой разумеющееся. Мы договорились пойти на следующий день в аквапарк с моей дочкой. Я хотела посмотреть, найдут ли они общий язык, что было как бы немаловажно. И тут он оказался на высоте, и он не старался как бы ей понравиться. Он вел себя очень спокойно, нормально. Было такое чувство, что мы уже знакомы 100 лет, и вообще нету никакого напряга. Все было идеально. Никаких психов, никаких перепадов настроения, странных выходок. Ну, что вы понимаете, для меня было это очень важно. В последующие дни мы достаточно много гуляли, я показывала город, он рассказывал о своей семье. Меня очень, конечно, интересовало вообще, как там больше всего интересовало, как давно он разведен, сколько детей и тому подобное. В общем и целом нам все понравилось, и мы решили встретиться снова. В следующий раз мы встретились в Киеве. Моя подруга мне помогла забронировать квартиру в самом центре с видом на Хрещатик. В этот раз я решила, все будет по-взрослому. Он приехал с огромным чемоданом, который мы не могли открыть, потому что он забыл код. Знаете, такие с цифровыми замочками чемоданы. Мы перепробовали все. Его день рождения, еще какие-то знаменательные даты. Ничего. Уже было достаточно поздно, я говорю, да ладно, брось, завтра поедем в какую-то мастерскую, нам откроют твой чемодан. Одну ночь переживешь без своих вещей, зубную щетку купим. Но нет, ему непременно нужно было прямо сейчас, срочно. Он взял нож и сломал замок. Чемодан открыл. Так что на будущее вам все эти замочки на чемодане фигня на палочке. А он открыл, чемодан, и я поняла, почему была такая спешка. Внутри были французские сыры,
вино и, самое главное, там были креветки. И, как вы понимаете, эти гастрономические деликатесы никак нельзя было оставить на ночь в чемодане. Удивительно, что они хорошо перенесли перелет. Понятно, что они были в вакууме, в специальной сумке-холодильнике. Не знаю, зачем он пёр креветки. То ли я в прошлый раз ляпнула, что никогда их не ела, то ли он меня очень хотел удивить своими кулинарными способностями. В общем, мы спасли креветки, и да, он таки удивил. Он приготовил роскошный ужин. Что могу сказать? Я была счастлива. Какой клад я отхватила. Обожаю этот конфетно-буфетный период, когда все показывают свои лучшие стороны, нет бытовой рутины, никто не разбрасывает грязные носки. Одним словом, мы провели прекрасный отпуск. Понятно, что и я и раньше бывала в Киеве, но так быстро, либо по делам, либо в гостях у подруги, а тут прям отпуск. Мы ходили как туристы, гуляли по городу, рассматривали церкви, а их там так много, что в какой-то определенный момент он мне сказал, там еще много этих церквей в твоем списке. Вечером мы хотели ужинать, я постаралась выбрать места с нашей кухней, которая ему очень понравилась. Ему понравился борщ, очень понравились сырники. Но все когда-нибудь кончается, и отпуск тоже. Нам обоим надо было работать, возвращаться к нашей обычной жизни. Мы разъехались по домам, и дальше общение проходило в форме переписки и переговоров по скайпу, что, безусловно, улучшило мой английский, но не настроение. Хотелось чего-то определенного. И вот в один прекрасный день он мне говорит: приеду на следующей неделе, у меня прекрасная новость. Не знаю, как я пережила эту неделю, меня жгло любопытство, я спать не могла, но он молчал как партизан и успокаивал меня: не переживай, я тебе приготовил прекрасный сюрприз. И вот этот день настал. Я приехала в Киев, и в этот раз он меня ожидал на вокзале. Он сказал, за организацию этой встречи займется он. Ну, сюрприз же. Мы вышли, и вместо того, чтобы взять такси, мы направились к парковке. Я подумала, наверное, взял в прокат машину. Но номера машины были какие-то странные, не такие, как у всех. Я подумала, ну мало ли, может, в прокате какие-то номера специальные должны были быть. Квартира была на Подоле, в старом здании, на первом этаже. И казалось, что раньше это был какой-то офис, типа ЖЭК или что-то в таком стиле. С правой стороны от входа была кухня, а слева длинный и довольно узкий коридор с большими окнами вел в гостиную, совмещенную со спальней. Квартира не видела давно ремонта, в гостиной стояла стенка с каких-то советских времен. Ну, в общем и целом было чисто и аккуратно. Я сказала, надо было бы мне бронировать квартиру, тебе подсунули херню какую-то. На что он ответил, зато очень близко с офисом. Я удивленно посмотрела на него, с каким офисом. И тут был сюрприз. Я заключил контракт на полгода, буду работать в Киеве, радостно сообщил он мне. Я, честно говоря, не знала, что на это отвечать. То ли радоваться, то ли плакать. Ну, честно, я расстроилась. Это не то, что я ждала. Я-то не в Киеве, а от Киева до Донецка 800 километров. Все равно мы в разных городах, а здесь его еще будут окружать наши красавицы. Он, естественно, заметил, что я расстроилась. У меня лицо не игрока покера, все на нем сразу написано, все мои чувства и эмоции. И он в недоумении, почему я расстроилась. Он ожидал, что я обрадуюсь и там буду прыгать до небес, а тут такая странная какая-то реакция. И, естественно, он расстроился взаимно. Я говорю, ну да, ты приехал сюда, но мы в разных городах, мы все равно далеко, и как бы я ожидала чего-то другого.
А на что он мне сказал? Я хотел, чтобы мы пожили здесь, в Киеве, немного и посмотрели, как нам будет комфортно вместе, сможем мы продолжать. Почему ты так реагируешь? Ну, я привела свои аргументы, что я-то вообще-то в Донецке, а не в Киеве. На что он мне сказал, ну, разве это проблема? Ну, напишите мне в комментариях, проблема это или не проблема, а продолжение, кому интересно, слушайте в следующем влоге. Что ж, друзья, суббота у нас. У меня, как обычно, от ветра колышется мой штатив. Кстати, друзья, кто знает хороший штатив, посоветуйте мне, киньте в меня ссылочкой. Хотя бы название мне дайте, потому что я уже покупаю второй штатив, и по описанию мне казалось, он такой хороший, а он такой же хлипкий, как и предыдущий был, и от, как говорится, дыхания только колышется, и поэтому снимать очень сложно, я боюсь в буквальном смысле слова дышать на него. Так вот, Гарден я на этой неделе немного здесь сделала, но очень красиво. Я переделала, как вы видите, вот эти кружочки. Я распустила предыдущие, которые у меня было, и поменяла нитку на вот более такую подходящую к вот этим листочкам. На мой взгляд, это более как гармоничнее и красивее выглядит. Потом я перешила, вот здесь распустила кусочек и перешила, сделала снова. Но все равно как-то мне не очень нравится, как оно получается. И я сначала думала, может, потому что шелковые нитки так выглядят, но это шелковые нитки зелененькие, а это хлопковые нитки. Все равно никогда, я не знаю, я пробовала разные, я пересмотрела кучу мастер-классов, как они делаются, я пересмотрела, как там можно делать вверх-вниз, с обратной, с лицевой, с изнаночной стороны, вот таким образом. Это делается, видите, она с обратной стороны тоже такие же точно получаются эти штучки. Есть там другая методика, которую не надо протягивать на изнаночной стороне, а как-то идут вот рядышком. У одного блогера я нашла. Ну, тут вообще получается чертежу сбоку бантик. Одним словом, я не очень довольна вот этим швом, как этим элементом, ну, уже оставила так, как, потому что, ну, я вам клянусь, я раз 5 его перешивала в 3 ниточки, в 2 ниточки, в 1 ниточку, все равно он выходит вот так он выходит. Зато листики, смотрите, какие славные вышли. Дальше идут сердечки вот здесь сверху. Вот этой ниточкой надо их вышивать. Ну, сердечки, я думаю, будут тоже нормально. И потом идет, я по превью посмотрела, вверху тут идет какой-то шов. Я его в описании найти не могу. То ли это, ну, превью, если они дают превью, это значит входит в описание, должно быть во всяком случае. Конечно, вот это описание, это какая-то заморочь. Маленький садик, большой садик, они там разбили вот эту всю панельку там на элементы. И вот ты выбираешь из этих элементов, на мой взгляд, может, они старались сделать, чтобы это было легче, на мой взгляд, это стало сложнее. Я вот предпочитаю, как Just Nan пишет, они там каждую строчку нумеруют, там 1, 2, 3, 4, 5, 10, и пишет 1, делаем то-то, 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 ниточка такой-то, такой-то, схемка, номер такой-то, такой-то. Это просто, быстро и, ну, как бы логично. Здесь же бла-ла, ла-ла, когда вот эту воду варят, это... Вы скажете, а ты что делаешь? Ну, короче, тогда я закругляюсь. Вот. Красиво получается. Мне нравится. Я еще до воскресенья, сегодня у нас суббота утро, сегодня и завтра, когда у меня там будет свободное время, я хочу повышивать и продвинуть этот сад, потому что в вышивальном разгуле, как в начале видео я сказала, на этой неделе у нас шовчики идут, и я хочу сделать как можно больше.
на этом проекте. Там дальше потом снова идет, ну, туда, да, выше идет снова Хардангер. И потом в самом конце там будет венок, где будут крестики. Здесь пока, как вы видите, крестика ни одного. И следующее, что я делала. Итак, следующий мой котик. Смотрите, как много я сделала. Я вообще большая молодец. В начале видео вы видели, сколько там было. А сейчас... Ой, мне пришло сообщение, что у Юлии Ляшенко идет прямой эфир. Короче, я пошла смотреть прямой эфир, а потом допишу. Итак, мой котик. Смотрите, какая красота неземная получается. Но ткани кусочек я взяла маленький. И я теперь не знаю, что мне делать. Здесь у меня будет хвостик. И здесь у меня остается совсем, ну, здесь у меня закончится хвостик, и здесь у меня, ну, останется, я не знаю, сантиметров, наверное, 3-4. Это ж еще подвернуть надо будет. Ну, короче говоря, у меня будет этот котик зажат вот так. Как я вот это меряю? Сколько раз уже? То я огромный шмат А здесь я так вообще боюсь, что у меня он не влезет, понимаете? Да, это очень печально, конечно. Я померила, где-то голова у меня, ну вот с шеи будет вот столько. Вот я прикинула, ну вот я впритык вот сюда. Ну, это совсем останется. Это останется только подвернуть вот так и привет. Господи. Никому нельзя доверять, даже себе. Глазомер никакущий. Ладненько, посмотрим, что у меня на данный момент. Как вы помните, я начала с этого места. Я сделала весь вот этот угол. Вот все эти элементы. Вот этот красивый элемент. Вот этот элемент. Вот эти вот, как эти называются, бисеринки, стрази, эти самые. Вот эти косички классные. Ну, короче говоря, я вам уже рассказывала, показывала. И вот здесь у меня тоже был вот этот кусочек, вот этот маленький кусочек не дошит. И вот эти элементы, они, честно говоря, сейчас я придвину поближе, они очень интересные. Тут наслойка 4 этажа. Смотрите, здесь вот идет внизу решетка из вот такого серого, из серой нитки, потом решетка из бледно-сиреневой нитки, и потом сверху на решетке сиреневой такие зелененькие крестики, а на решетке из серой вот такие темно-серые, синие крестики. Ну и вот такие косички еще я сделала. И вот такая красота получается. Вот поближе вам покажу все эти швы. Ну, это как получается пэтчворк из шовчиков, как я уже говорила. А вот здесь я пропустила, мне вот здесь надо еще раз-два вот таким серым цветом сделать вот такие звездочки. Я каждый раз снимаю видео, я вижу вот эти пропущенные места. Я, когда начинаю вышивать, забываю, что мне их надо доделать. Очень интересный, очень красивый дизайн. Мне он очень нравится. И я закончу этого котика. И потом наверняка возьму что-нибудь еще. Я хочу посмотреть, когда Оля... Оля, когда ты начнешь вышивать свою мандалу? Мне хочется посмотреть, как ты это делаешь. И если там, и скажи мне, есть ли там сложные шовчики. Потому что здесь, ну, по большому счету, даже не шовчики, там, ну, просто смотри и делай, как нарисовано, короче. Догадайся сама, делай как хочешь. Вот простор для фантазии. Вот на этой неделе, вот такая неделя была, я считаю, что очень продуктивная, особенно с котиком у меня, несмотря на то, что у меня совершенно не было времени, я не знаю, почему так происходит.
Вся неделя была настолько загружена, что я там, если садилась вышивать, это занимало час-два максимум, и все, и все. Так что я думаю, при всем при этом очень хорошее продвижение у меня на этой неделе. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели. Спасибо вам большое за то, что вы прокомментировали, поставили лайк. Медаль вам за то, что вы досмотрели до этого момента. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока.